В скромной арендованной квартире в Сан-Антонио, Техас, 10-летний Джейкоб Эштон проснулся в предвкушении. На календаре был обведен день карьеры родителей, день, когда он мог, наконец, с гордостью написать о своем отце. Его отец, генерал Дэниел Эштон, являлся 4-звездным генералом в армии США, но для сохранения безопасности семья жила скромно, без каких-либо признаков военной роскоши или упоминаний о высоком звании. В начальной школе имени Фореста миссис Дженсен, ветеран преподавания с 20-летним стажем, раздала задание написать о работе родителей. Джейкоб аккуратно вывел, что его папа, один из примерно 44-звездных генералов в стране, служащий родине и принимающий стратегические решения. Когда миссис Дженсен просматривала работы, она остановилась у стола Джейкоба, и ее губы сжались в тонкую линию. После этого она публично, перед всем 4 классом, объявила, что это самая нелепая выдумка, которую она когда-либо слышала. Учительница схватила исписанный Джейкобом лист и со звучным треском разорвала его на кусочки, которые посыпались на его старые кроссовки. Она холодно заявила, что генералы живут иначе, и Джейкобу не следовало сочинять истории, чтобы казаться особенным. Мальчик стоял, застыв от унижения, под взглядами одноклассников. Затем его отправили к заместителю директора, мистеру Риду, который проявил снисходительную жалость, объясняя, что дети из небогатых районов часто выдумывают, чтобы скрыть стыд. Мистер Рид подтвердил, что по школьным документам отец Джейкоба числился как государственный служащий, что, по его мнению, доказывало ложь. Джейкоб умолял, что это меры безопасности, но его не слушали. В это время, пока Джейкоб переживал унижение, возле школы внезапно запарковались 3 черных внедорожника. Мужчины в строгих костюмах быстро оцепили вход. Директор школы, только что завершившая напряженный разговор с офисом протокола объединенной базы Сан-Антонио, побледнела, осознав ошибку, произошедшую в классе миссис Дженсен. Дверь школы распахнулась, и на пороге появился высокий, статный мужчина в парадной военной форме цвета морской волны. На его погонах ярко блестели 4 серебряные звезды. Генерал Дэниел Эштон прибыл. Он прошел мимо встревоженных официальных лиц и вошел в класс. Родители и ученики, присутствовавшие на дне карьеры, замерли. В наступившей тишине генерал первым делом подошел к сыну, опустился на одно колено и крепко обнял Джейкоба. В этот момент публичная правда, о которой мальчик пытался рассказать, восторжествовала. Миссис Дженсен стояла, потрясенная и осознавшая, что ее предвзятость привела к унижению ребенка, говорившего чистую правду. Генерал, стоя рядом с сыном, подчеркнул, что главное не внешние атрибуты, а служение, и что верить детям – это первый долг учителя. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.